Все началось с пугающих сообщений, всплывших в сибирских новостях и на интернет-форумах. Люди писали о странных лисах, которые больше напоминали домашних животных, чем диких хищников. Они не боялись человека, подходили к поселениям, вели себя почти как собаки. В одном случае лиса забралась в школьный двор и стала играть с детьми. В другом ее видели крутящейся у рыбацкой палатки, ожидая угощения. Все эти истории сопровождались вопросом, откуда она взялась. В соцсетях появилась гипотеза. Якобы Россия проводит эксперимент и выпускает в тайгу лисиц, одомашненных в лабораториях, чтобы посмотреть, как они адаптируются. Эта идея быстро разлетелась по интернету. Заголовки вроде «Домашние лисы атакуют Сибирь» или «Россия запустила новый биоэксперимент» собирали тысячи просмотров и комментариев. Кто-то пугался, кто-то смеялся, кто-то искал подтверждения, но за кликбейтной волной крылся более сложный вопрос: могло ли это быть правдой? И если да, к чему это приведет? Чтобы понять, насколько эта история реальна, нужно копнуть глубже, в самую суть одного из самых загадочных и недооцененных экспериментов советской науки, о котором знают лишь немногие. История, приведшая к сегодняшним спорам, началась в 60-х, когда советский генетик Дмитрий Беляев запустил уникальный эксперимент по одомашниванию лисиц. Тогда, в условиях, когда генетика только начинала вырываться из тени запрета, он решил доказать, животное можно одомашнить не за тысячелетия, а всего за несколько десятков поколений. В центре проекта была чернобурая лисица, дикая, агрессивная, с прекрасным мехом, но без малейшей склонности к доверию человеку. Ученые начали селекционировать их не по размеру или цвету шерсти, а только по одному признаку – доброжелательность. Если лиса не шипела, не рычала, не убегала от человека, ее оставляли для размножения. Через 5-10 поколений происходили чудеса. Лисы становились ласковыми, как щенки, начинали вилять хвостом, ластиться, а некоторые даже улыбались. Изменения шли не только в поведении. У лисиц начали проявляться признаки, типичные для домашних животных. Более мягкая шерсть, висячие уши, укороченные морды, изменения в гормональном фоне. Эксперимент фактически воссоздавал путь, который когда-то прошли волки, ставшие собаками. Но самое важное, эти лисы так и не покинули лабораторные вольеры. Они остались в питомнике под Новосибирском под строгим контролем ученых. По крайней мере, так утверждают официальные источники. Эксперимент Беляева оказался настолько успешным, что о нем начали писать зарубежные журналы. 80-е и 90-е принесли всплеск интереса к этим необычным животным. Некоторые лисицы были даже отправлены за границу, как доказательство того, что одомашнивание возможно не только у собак или кошек. В США и Канаде они стали экзотическими питомцами у богатых любителей животных. Видео с улыбающимися лисами стали вирусными задолго до появления ТикТока. Однако ни один из ученых никогда официально не заявлял о выпуске этих лис в дикую природу. Это был бы риск. Одомашненное животное теряет страх, инстинкты, а значит, может погибнуть или навредить окружающим видам. Но есть один тревожный момент. В 2000-е питомник начал испытывать серьезные финансовые трудности. Финансирование от государства сокращалось, часть работников увольнялась, и случались случаи утечек животных. Всплывают свидетельства, что некоторые лисицы могли быть проданы нелегально. Кто-то отпускал их на волю из жалости или протеста. Эти факты не задокументированы, но о них шептались и в научной среде. Если хотя бы несколько особей действительно попали за пределы лабораторий, последствия могли быть куда серьезнее, чем ожидалось. Где-то на стыке бурятских и иркутских лесов началась череда странных наблюдений. Местные охотники, которые с детства различают повадки диких зверей, заметили аномальное поведение лисиц. Некоторые из них не прятались при виде людей, а наоборот, проявляли интерес. В селе Богдарин лиса забежала на крыльцо дома, села у входа и ждала, пока ее покормят. Другая пыталась проникнуть в гараж, где хранились продукты. Поведение, больше похожее на уличную собаку, чем на дикого хищника. Местные биологи начали собирать данные. Отчеты из разных районов складывались в тревожную мозаику. Поведение новых лисиц явно выбивалось из нормы. Они не охотились на обычную добычу, предпочитая легкодоступную пищу, мусор, остатки, еду от людей. Они не сторонились человека. И самое главное, они стали чаще контактировать с другими животными, включая домашних собак. Такое поведение было не просто странным. Оно могло стать механизмом заражения, передаточным звеном между дикой природой и домашним миром. А значит, наступала совершенно новая стадия экологического риска.
Один из самых опасных аспектов присутствия одомашненных лисиц в природе – это их способность становиться носителями заболеваний. В отличие от диких сородичей, они не избегают человека и часто вступают в контакт с другими видами. А это прямой путь к вспышкам зоонозов, болезней, передающихся от животных к человеку. Бешенство – главный страх ветеринаров. Оно распространено среди диких лис. Но одомашненные особи, потерявшие страх, вносят хаос. Они приближаются к дворам, к детям, к скотине. Несколько случаев в Забайкалье уже были связаны с контактами с странными лисами, которых позже не удалось отследить. Если вам понравились наши истории о лисицах, которые ведут себя как домашние любимцы, не забудьте подписаться на канал. А если хотите поддержать наш проект и, возможно, помочь нам запустить собственный эксперимент по одомашниванию идей, ссылка на донат в описании или просто наведите на QR-код на экране. Кто знает, может, вскоре мы увидим улыбающихся подписчиков. Это тревожит не только санитаров, но и вирусологов. Кроме бешенства, опасны также кожные заболевания, паразиты и особенно чесотка, быстро распространяющаяся между видами. Когда между дикой природой и человеком появляется такое мостовое существо, вся система защиты рушится. Это может быть первым шагом к масштабной эпидемии, пусть и на локальном уровне. Но куда опаснее то, чего пока никто не может проверить. Если эти лисы действительно выживают и размножаются в тайге, это уже совсем другой разговор. Внутри самого института, где разводят одомашненных лисиц, неоднократно поднимался вопрос о безопасности содержания. Питомник расположен под Новосибирском, в условиях, которые нельзя назвать идеально охраняемыми. В 2000-х на фоне хронического недофинансирования не раз фиксировались случаи поврежденных вольеров, ветхих заборов и даже временного отсутствия персонала. Некоторые работники анонимно признавались, часть лис действительно могла сбежать или быть выпущенной намеренно. Нелегальный оборот животных в те годы был не редкостью. Лисы продавались частным лицам, в том числе без лицензии и регистрации. Если хотя бы несколько из этих особей оказались на воле, это уже могло создать прецедент. А с учетом высокой живучести и адаптивности лисиц, особенно тех, кто не боится человека, вероятность их выживания в тайге весьма велика. Официальные лица отрицают факт утечек, но странные совпадения в хронологии событий, появление ручных лис в удаленных районах и слухи, ходящие в научной среде, говорят об обратном. Может быть, эксперимент по приручению вышел из-под контроля, тихо, без огласки, но с далеко идущими последствиями. Если одомашненная лисица попадает в дикую природу, она может не просто выживать, но и начать менять экосистему. Один из эффектов, который беспокоит биологов – поведенческое давление на других мелких хищников. В некоторых регионах началось снижение активности лесных куниц, ласок и даже соболей. Есть подозрение, что лисы вытесняют их с привычных территорий. В отличие от диких сородичей, ручные лисы действуют иначе. Они не боятся людей, используют мусорные свалки, легко находят пищу вблизи поселков, что дает им конкурентное преимущество. Кроме того, в условиях мягкой зимы и отсутствия жесткой борьбы за ресурсы, лисы способны быстро размножаться. Это уже фиксировалось в ряде сел, где за последние 5 лет их численность выросла в несколько раз. Но если это действительно потомки лабораторных животных, последствия могут быть куда серьезнее, чем просто конкуренция. Речь может идти о полном изменении структуры локальной фауны, однако это только начало. Реальные изменения начинаются не с столкновений, а с гибридов. Одна из самых малоизученных, но потенциально катастрофических проблем – возможность гибридизации лабораторных лис с дикими. Лабораторные особи имеют другой гормональный фон, иной генетический профиль и утраченные инстинкты страха. Если такие лисы спариваются с дикими, это может привести к появлению потомства с нетипичным поведением. Ученые уже фиксировали случаи, когда лисенок из леса проявлял неестественное доверие к человеку, не сбегал при приближении охотников, а наоборот, приближался. Это крайне опасный признак. Такое животное не только уязвимо, но и способно переносить нежелательные черты в следующее поколение. Чем больше таких гибридов, тем сильнее размываются границы между домашним и диким, а значит, под угрозой вся система хищников в регионе. Если же лабораторные черты действительно передаются дальше, это может изменить охотничьи балансы, пищевые цепи и даже поведение целых видов. А это уже вопрос не только экологии, но и этики.
История с лабораторными лисами ставит под сомнение многие привычные подходы в науке. Когда эксперимент Беляева начинался, цель была чисто научной – понять механизмы приручения. Никто не думал о том, что через полвека эти животные могут оказаться за пределами лаборатории. Но сейчас вопрос звучит иначе. Должны ли ученые нести ответственность за последствия даже самых благих экспериментов? Если лабораторные лисы действительно повлияли на экосистему, пусть даже косвенно, через побеги, гибридизацию или конкуренцию, кто должен отвечать за это? Как регулируется выпуск модифицированных животных? Какова цена научного любопытства, если оно выходит за рамки ограды? Этот спор уже поднимался в научных кругах, особенно после случаев в других странах, например, с выпущенными генно-модифицированными рыбами, которые уничтожали аборигенные виды. Лаборатория в Сибири стала одним из примеров того, как небольшой эксперимент может иметь масштабные последствия, если он выходит за пределы контроля. Но есть и еще одна сторона, не менее тревожная. Одомашненные лисы из сибирского эксперимента были воспитаны с доверием к человеку. Они не испытывают страха, воспринимают людей как часть своей социальной группы. Но в дикой природе это превращается в смертельную уязвимость. Их поведение делает их легкой добычей для охотников, собак и даже жестоких людей. Были зафиксированы случаи, когда ручные лисы становились жертвами, подбегая к людям в поисках еды. Но есть и обратная сторона. Некоторые из них проявляют настойчивость, забираются в дома, не боятся шумов, открытых пространств, техники. Это может приводить к инцидентам, в том числе нападениям на домашнюю птицу, попыткам проникновения на частную территорию, агрессии при контакте с незнакомыми людьми. При этом человек теряет способность отличить дикое от домашнего, что создает новую зону конфликта между человеком и природой. Этот конфликт может разрастаться и перерасти в нечто большее, особенно если в нем появятся пострадавшие. Ведь тогда к делу подключатся другие силы, сибирские охотники, не просто романтические фигуры из старых книг. Это люди, которые веками жили в тесной связи с лесом, понимали повадки зверей лучше любых биологов и охраняли баланс в тайге не по приказу, а по необходимости. Поэтому, когда в их привычный уклад стали вмешиваться странные лисы, это вызвало волну негодования. Они не понимали, как реагировать на животное, которое не боится человека, не уходит в лес при первых звуках выстрела и ведет себя как домашний пес. Некоторые из этих лис начали посягать на угодья, охотничьи тропы, ловушки, приманки. Их появление сбивало других хищников, нарушало привычный порядок в охоте. Кроме того, охотники начали замечать, что звери стали вести себя иначе, меньше подходили к приманкам, чаще уходили в глубину леса. Это вызывало подозрение, что новые лисы мешают привычному ходу вещей. В некоторых районах началась негласная охота на ручных лисиц. Люди сочли, что это чужаки, опасные и непредсказуемые. Но одновременно с этим у части охотников возникли и вопросы, откуда они взялись, кто за них отвечает и что будет дальше. Когда региональные СМИ начали писать о странных лисах, публикации быстро обрели вирусный характер. Темы, связанные с необычными животными, всегда вызывают живой интерес. Особенно, если они касаются природы, генетики и возможной угрозы. Сюжеты появлялись на телевидении, в лентах новостей, на сайтах, где обсуждают охоту, выживание и биологию. Часто это подавалось с явным драматизмом. Эксперимент вышел из-под контроля, гибриды заполонили леса, дружелюбные хищники, новая угроза. Такая подача не всегда соответствовала реальности, но давление на научное сообщество усилилось. Появились первые журналистские запросы к институту в Новосибирске. Ученые были вынуждены давать разъяснения, которые сводились к одному. Лабораторные лисы не выпускаются в дикую природу, все животные находятся под контролем. Однако недоверие уже закралось. Люди начали подозревать, что за официальными заявлениями может скрываться нечто большее. И в этом информационном шуме легко затерялись действительно важные вещи, например, признаки начавшихся изменений в экосистеме. Несмотря на бурю слухов, часть научного сообщества начала относиться к происходящему предельно серьезно. Группы зоологов и экологов из Сибири, Санкт-Петербурга и Москвы начали собирать данные на местах. Анализ поведения ручных лис, ДНК-анализ выброшенных шкур, фиксация географических координат встреч – все это стало частью неформального мониторинга. Некоторые результаты оказались тревожными. По косвенным признакам и поведенческим характеристикам можно было предположить, что часть особей действительно происходят не из дикой популяции.
Их реакции, тип пищи, даже время активности отличались от стандартных моделей. В ряде случаев были зафиксированы отличия и в телосложении, мягкость шерсти, укороченные морды, нехарактерная для сибирских хищников покладистость. На фоне этого возник вопрос: если речь идет не о массовом выпуске, то, возможно, мы имеем дело с цепочкой побегов или случайных утечек, которые растянулись на годы. А это значит, ситуация развивается дольше, чем принято думать. Институт цитологии и генетики, на базе которого проводится эксперимент с лисами, в ответ на все обвинения и слухи держит сдержанную позицию. Их официальные заявления практически не меняются, никаких выпусков животных в дикую природу не проводилось, все питомцы находятся под контролем, а контакты с внешней средой минимальны. На сайте института можно найти десятки научных публикаций, но ни слова о том, что кто-то из подопытных покидал лабораторию. Такое молчание только подливает масло в огонь. Скептики считают, что ученые просто не хотят признавать ошибку. Более сдержанные аналитики говорят, что, возможно, у института действительно нет полной картины. Животных могли отпускать третьи лица, либо речь идет о потомках лисиц, когда-то незаконно приобретенных и сбежавших. Но в любом случае отсутствие прозрачности лишь усиливает недоверие и накаляет обстановку. Если бы институт открыл архивы, допустил журналистов или независимых экологов, это могло бы изменить ситуацию. Но пока официальная позиция остается прежней. Все под контролем. Возможно, самое страшное в этой истории — это не сами лисы, а непредсказуемость последствий. Экосистемы крайне чувствительны к вторжениям даже одного нового вида. Когда-то в Австралию завезли кроликов, и они стали экологической катастрофой. В Канаде — азиатского сома, который вытеснил местные виды. В США — мидий захватчиков, которые изменили водные системы целых штатов. Если одомашненные лисы действительно стали частью тайги, это может быть первым звеном цепи изменений. Сдвиг в поведении хищников, рост конкуренции за ресурсы, перенос возбудителей заболеваний, размывание генетических линий — все это может изменить лес так, как мы его знаем. Самое тревожное, что на данный момент никто точно не знает масштаб проблемы. Нет системы учета, нет официальных наблюдательных станций, нет анализа долгосрочных эффектов. А значит, последствия могут проявиться тогда, когда будет уже слишком поздно. Один из способов узнать, действительно ли в тайге появились лисы лабораторного происхождения, это анализ ДНК. Ученые из Томского и Иркутского университетов начали собирать биоматериал: шерсть, кровь и фекалии лисиц, найденных в районах с подозрительным поведением животных. Их цель — сравнить генетический материал с известными образцами из института в Новосибирске. Первичные результаты оказались неоднозначными. В части образцов были найдены совпадения по поведенческим маркерам, характерным для линий, выведенных в рамках эксперимента Беляева. Это не является абсолютным доказательством, но указывает на возможную родственную связь. Если подтвердится, что эти животные действительно являются потомками лабораторных лис, это будет первый официально зафиксированный факт выхода эксперимента за пределы института. Но проблема не только в том, чтобы найти доказательства. Вопрос в том, готовы ли мы к тем последствиям, которые может повлечь за собой это открытие. Потому что гены несут не только внешность и повадки. Они перезапускают механизмы, к которым природа готовилась веками, а человек — никогда. В то время как в новостях утихают всплески интереса к ручным лисам, в природе продолжаются изменения. В некоторых регионах фиксируется снижение численности других мелких хищников. В других — нехарактерная активность лис зимой, в том числе дневная, что раньше почти не встречалось. Некоторые биологи говорят о росте числа лис вблизи человеческого жилья и даже в черте поселков. Эти процессы идут медленно, незаметно, но устойчиво. Они не вызывают сенсаций, потому что происходят не одномоментно. Но именно в этом и кроется опасность, как и в случае с чужеродными видами, вторгшимися в чужую экосистему. Мы не замечаем, как привычный баланс начинает изменяться, пока изменения не становятся необратимыми. Возможно, лисы из лаборатории не враг, возможно, они просто новые участники системы. Но природа не терпит пустот, и если баланс нарушен, она обязательно найдет способ ответить. Не всегда тем, кто первым начал игру. Эксперимент Беляева оказался уникальным не только по результатам, но и по философскому смыслу. Он показал, что приручить дикого зверя можно, что гены покорны человеку, если знать, как их направить. Но он также показал, насколько тонка граница между лабораторией и живым миром, между контролируемым и стихийным, между намерением и последствием.
Лисы, выращенные в условиях заботы, доверия и отбора, оказались не готовы к дикому миру и в то же время стали его частью. Они стали зеркалом того, как человек меняет природу, даже не выходя из лабораторных стен. И теперь это зеркало смотрит вглубь тайги и отражает не эксперимент, а саму суть человеческого вмешательства. Мы привыкли думать, что лаборатория — это конец цепочки, но на деле она может быть началом. Началом чего-то, над чем у нас больше нет контроля. Каждое научное открытие имеет свою цену. В истории с лисами Беляева цена может быть не очевидна сразу. Это не глобальный взрыв, не вирус, не катастрофа. Это серия мелких, медленных, но цепких изменений, которые, как корни, растут вглубь системы. И с каждым годом становится труднее отделить естественное от искусственного. Пока что мы не видим массовой гибели видов или катастроф. Но мы уже видим дискомфорт в охотничьей среде, изменения в поведении фауны, рост лис на границе леса и человека. И мы не знаем, чем это закончится. Наука не несет зла, она дает инструменты. Но ответственность за то, как и где они используются, всегда на человеке. А эксперимент, который начался ради изучения доброжелательности, может закончиться вопросами, к которым никто не готов. Сибирская тайга — одно из последних мест на планете, где природа до сих пор живет по собственным законам. Но если в ее систему уже проникли организмы, измененные человеком, то эти законы больше не работают. Лисы, появившиеся на стыке науки и природы, изменили не только биологию, но и философию взаимодействия человека с дикой средой. Теперь, когда ты идешь по лесной тропе, видишь силуэт рыжего зверя, и он не убегает, это уже не просто лиса. Это след эксперимента, который давно вышел за стены лаборатории. И след вопроса, на который пока никто не дал ответа, где проходит граница между экспериментом и вмешательством. История с одомашненными лисами в России вызвала живой интерес и за рубежом. После выхода статей в National Geographic, The Guardian и других крупных изданиях, научный эксперимент Беляева стал широко обсуждаемой темой в академической и популярной среде. Американские, британские и японские исследователи приезжали в Новосибирск, чтобы лично увидеть этих уникальных животных. Некоторые даже предлагали запустить аналогичные проекты у себя на родине. Однако после появления слухов о возможных побегах и несанкционированных выпусках интерес сменился настороженностью. В западной научной среде существует строгий этический контроль над взаимодействием лабораторных организмов с окружающей средой. И тот факт, что в России никто точно не знает, были ли утечки, стал серьезным аргументом в спорах о безопасности подобных проектов. Сейчас за ситуацией наблюдают в нескольких странах, и если подтвердится, что прирученные лисы действительно повлияли на экосистему, это может повлечь международные рекомендации и даже ограничения на подобные исследования. Одна из самых поразительных черт сибирских лисиц — это не внешний вид, а поведение. Ученые из Института цитологии и генетики зафиксировали более 200 уникальных поведенческих паттернов, которых никогда не наблюдали у диких лис. Среди них виляние хвостом при встрече с человеком, прыжки от радости, попытки залезть на руки и даже подражание голосу хозяина. В лабораторных условиях это казалось очаровательным и безобидным. Но если такие черты попадают в дикую природу, они становятся аномалией. Доверие к человеку, отсутствие агрессии, активное сближение — все это нарушает естественный баланс между видами. Встреча дикого животного и человека должна быть редкой и осторожной. Но если эта грань исчезает, исчезает и сам механизм сдерживания. Такое поведение может быть милым до первого конфликта, но природа не прощает доверчивости. И это может обернуться трагедией как для лис, так и для людей. Сейчас институт, где выращиваются экспериментальные лисы, переживает новый виток давления. После десятилетий относительного спокойствия проект оказался под пристальным вниманием со всех сторон — журналистов, экологов, властей и даже активистов. На фоне слухов о побегах и угрозах экологии часть общества требует ограничить или даже закрыть программу. Но у проекта есть и другая сторона — научная ценность. Это уникальная живая модель процесса одомашнивания, аналогов которой нет в мире. Прекращение эксперимента означает потерю десятилетий исследований и упущенную возможность понять, как природа формирует поведение животных. Кроме того, сам питомник стал домом для сотен лисиц, которые не смогут выжить вне его стен. Закрытие лабораторий — это не просто административный шаг. Это решение, которое затронет науку, природу и судьбы реальных существ. И, возможно, усугубит проблему, если контроль над оставшимися животными будет утрачен окончательно.
Лесы стали неожиданной точкой напряжения между жителями, учеными и государственными структурами. В некоторых селах начались конфликты между охотниками и защитниками животных. Первые требуют отстрела неадекватных особей, вторые — спасения и защиты. Власти стараются держаться в стороне, не вмешиваясь в острые дискуссии. Но отсутствие единой позиции приводит к анархии. В одном районе лисиц отлавливают, в другом — подкармливают. Где-то сжигают мусорные баки, чтобы не привлекать животных, а в соседнем поселке открывают приют. Такая разобщенность усиливает хаос. Тайга становится ареной человеческих разногласий, где каждый решает, кто прав, а кто виноват. Если это продолжится, ситуация может выйти на новый уровень, вплоть до законодательных запретов, массовых отловов или, наоборот, охраны лис как нового вида. А это будет уже совсем другая история. Любое вмешательство в природу — это камень, брошенный в воду. Волны идут не сразу, но идут обязательно. Последние наблюдения показывают, что в ряде районов, где появлялись одомашненные лисы, изменилось поведение других зверей. Медведи стали чаще выходить к дорогам, волки, наоборот, уходят глубже в леса. Некоторые птицы поменяли маршруты миграции. Ученые пока не могут точно сказать, связано ли это с лисами. Но подобные изменения фиксировались и раньше, всегда после экологических сдвигов. Природа начала перестраиваться, возможно, это способ адаптации. А возможно, реакция на ошибку, которую мы пока даже не осознали. Но теперь уже невозможно сказать, тайга та же, или мы просто не замечаем, как она меняется. 13 января 1996 года овца по имени Долли стала первым млекопитающим, успешно клонированным из взрослой клетки. Этот эксперимент вызвал бурю обсуждений в научных кругах, а также у широкой общественности, став символом не только успеха, но и этических вопросов, связанных с генетическими изменениями. Долли была создана в Институте Рослин в Шотландии, и ее появление поставило под сомнение традиционные представления о репродукции и наследственности. Перед тем, как Долли появилась на свет, ученые провели ряд экспериментов, которые в значительной степени изменили представление о том, что возможно в генетике. 831 раз они пытались клонировать овцу, прежде чем этот эксперимент увенчался успехом. В результате ученые взяли клетку из молочной железы взрослой овцы и поместили ее в яйцеклетку, из которой была удалена ДНК. Процесс, который привел к созданию Долли, стал прорывом в науке, открыв путь к возможному клонированию не только животных, но и людей. Эксперимент с Долли был лишь одним из множества странных исследований, проводившихся с животными. Чуть позже, в 1989-м, на борту советского космического корабля «Союз» была запущена морская свинка по имени Блайт. Этот эксперимент был направлен на исследование влияния космического полета на живые организмы. Блайт провел в космосе 21 день, что стало важным этапом в подготовке к будущим пилотируемым миссиям. Его жизнь в условиях нулевой гравитации, а также последствия для здоровья были тщательно изучены учеными. Не менее необычным оказался эксперимент с крысами, в ходе которого ученые обучали их выполнять задачи с помощью электрических разрядов. Крысы, которые сталкивались с электрическим током, быстро усваивали, что определенные действия приводили к неприятным ощущениям. В результате у этих животных развивались уникальные поведенческие паттерны, которые ученые внимательно анализировали. Эксперименты с крысиным поведением стали основой для изучения более сложных концепций, таких как память и обучение. В то время как крысы погружались в мир электрических разрядов, собаки стали объектами изучения для исследователей в области психологии. Эксперименты с поведением собак позволили понять, как они реагируют на различные стимулы и как можно использовать их навыки для помощи людям. Эти исследования открыли новые горизонты в понимании взаимодействия человека и животного, сделав собак незаменимыми помощниками в различных сферах жизни. Параллельно с этими странными исследованиями ученые также начали экспериментировать с мышами, вводя им человеческие клетки. Создание гибридов стало настоящим прорывом в медицинских и биологических исследованиях. Они служили моделью для изучения различных заболеваний, а также открыли новые перспективы для разработки лекарств и терапии. Эти эксперименты, хотя и вызывали споры, помогли ученым сделать значительные шаги вперед в понимании жизни и биологии. Каждое новое открытие поднимало новые вопросы, и каждое новое животное, ставшее объектом исследований, приближало нас к разгадке тайн генетики и эволюции. Создание Долли открыло новые горизонты в науке, однако вызвало обеспокоенность у этих и ученых.
Вскоре после ее рождения команда ученых из Института Рослин столкнулась с вопросами, связанными с этичностью клонирования. Долли стала символом научных достижений, но и потенциальных опасностей, связанных с манипуляциями над жизнью. Журналисты начали активно освещать ее историю, ставя под сомнение моральные аспекты клонирования. После дебюта Долли у нее начали проявляться проблемы со здоровьем. Ученые заметили, что она страдает от артрита, что стало аргументом для противников клонирования. Они утверждали, что клонированные организмы могут быть обречены на болезни с самого начала своей жизни. Состояние здоровья Долли привлекло внимание научного сообщества и общественности. В ответ на критику ученые начали проводить дополнительные исследования здоровья Долли и других клонированных животных. В процессе этих исследований выяснилось, что у Долли наблюдается сокращенный теломер, структура, отвечающая за старение клетки. Это открытие усугубило дебаты о безопасности клонирования. Конкуренты из других исследовательских центров начали разрабатывать собственные методы клонирования, стремясь опередить Институт Рослин. В научных кругах возникла напряженная атмосфера. Разные команды стремились продемонстрировать свои достижения, и результаты их исследований часто подвергались критике. Ученым приходилось защищать свои методы и подходы, а также выступать против конкурентов. В 1998 году команда из США объявила о создании клонированного животного с использованием других методов, ставя под сомнение методику Института Рослин. В ответ на это ученые из Шотландии обновили свои исследования и улучшили методы клонирования, чтобы продемонстрировать, что достижения были не случайны. Они начали работать над клонированием других видов, стремясь показать, что Долли была лишь первой ласточкой в многообещающей области. На фоне всех этих событий Долли продолжала оставаться в центре внимания. Ее здоровье и поведение становились предметом изучения и обсуждения. Каждый новый вывод о ее состоянии привлекал внимание мировых СМИ. На первом плане оставался этический вопрос: что значит клонирование для будущего человечества? Ученые понимали, что их работа может привести к революционным открытиям в медицине, но последствия для биоэтики вызывали беспокойство. Долли, став символом научного прогресса, олицетворяла загадки и вопросы, которые продолжали преследовать ученых. Каждый эксперимент углублял знания о клонировании и открывал новые парадоксы. Научное сообщество осознало, что впереди их ждет не только исследование генетики, но и необходимость обсуждать этические аспекты своих открытий. 3 недели спустя после успешного клонирования овцы Долли внимание общественности вновь привлекло космическое исследование, связанное с морской свинкой по имени Блайт. Этот эксперимент был организован советскими учеными, которые решили изучить влияние космического полета на живые организмы. Блайт стал первым животным, отправленным в открытый космос, и его миссия была полна неожиданностей и рисков. На борту космического корабля «Союз» Блайт провел 21 день, в течение которых ученые внимательно следили за его состоянием. Специальные датчики фиксировали изменения в организме, а также поведение морской свинки в условиях нулевой гравитации. Все шло по плану, пока не начались первые проблемы с системами жизнеобеспечения. Внезапно один из датчиков начал сигнализировать о нарушении в подаче кислорода. Команда на Земле в напряжении ожидала отчетов с борта. В это время Блайт проявлял необычное поведение. Ученые заметили, что морская свинка стала более активной, чем обычно, и даже начала исследовать ограниченное пространство на борту. Однако вскоре после этого у Блайда появились признаки стресса. Он начал издавать тревожные звуки, что заставило ученых на Земле задуматься о том, как стресс может влиять на животных в условиях космического полета. Параллельно с наблюдениями за Блайдом ученые начали анализировать данные, полученные после запуска. Они заметили, что морская свинка испытывает изменения в ритме сердцебиения. Кроме того, уровень кортизола, гормона стресса, значительно увеличился. Эти данные стали предметом научных дебатов, так как показывали, как космический полет может воздействовать на животных и их физиологию. 21-го дня, когда Блайт должен был вернуться на Землю, возникла новая проблема. Одно из системных устройств на борту вышло из строя, и команда начала паниковать. Ситуация обострилась, когда связь с кораблем на некоторое время была потеряна. Ученые на Земле начали готовиться к худшему сценарию, предполагая, что Блайт может не вернуться. Однако вскоре связь восстановилась, и команда получила сигнал от космонавтов. Блайт остался в сознании и реагировал на команды. После успешной посадки морская свинка была направлена в лабораторию для дальнейшего изучения.
Врачи провели всестороннее обследование, фиксируя каждую деталь его состояния. Условия в космосе оставили свой след, и теперь ученые собирали данные, чтобы понять, как именно путешествие повлияло на Блайда. Состояние здоровья морской свинки стало предметом обсуждения на научных конференциях. Эксперимент Блайд открыл новые горизонты для изучения влияния космоса на живые организмы. В то же время он порождал вопросы о безопасности подобных миссий и этических аспектах использования животных в экспериментах. Каждое новое открытие порождало новые споры, и ученые осознавали, что их работа могла изменить представление о космических исследованиях на многие годы вперед. На фоне успеха эксперимента с морской свинкой Блайд в научных кругах возникла новая волна исследований, посвященных обучению животных. В одной из лабораторий в Соединенных Штатах ученые начали проводить эксперименты с крысами, используя электрические разряды в качестве стимула для обучения. Этот метод вызывал споры, но результаты экспериментов обещали открыть новые горизонты в понимании обучения и памяти. Крысы находились в специальной клетке, где им предлагали решить задачи, чтобы получить пищу. Однако, если крыса совершала ошибку, она получала небольшой электрический разряд. Ученые наблюдали, как быстро животные усваивают необходимые действия, чтобы избежать неприятных ощущений. Первые результаты были обнадеживающими. Крысы значительно быстрее запоминали правильные пути к еде. Однако вскоре стали появляться и негативные последствия. Некоторые крысы демонстрировали признаки стресса и тревоги. Ученые заметили, что у определенных экземпляров наблюдаются изменения в поведении. Они становились агрессивными и неуверенными. Это вызвало споры внутри команды. Одни утверждали, что результаты оправдывают использованные методы, другие, что такие эксперименты неэтичны и наносят вред животным. В ответ на критику ученые решили провести дополнительные эксперименты, чтобы выяснить, как электрические разряды влияют не только на обучение, но и на здоровье крыс. В одном из исследований они начали фиксировать уровень кортизола в крови. Уровень стресса у некоторых животных оказался значительно выше, чем у тех, которые не подвергались электрическим разрядам. Это открытие стало еще одним аргументом противников такого подхода. Тем временем результаты экспериментов начали привлекать внимание средств массовой информации. Журналисты начали расследование, пытаясь выяснить, насколько этичны эксперименты с крысами. Вскоре информация о методах обучения с использованием электрических разрядов оказалась на первых полосах газет. Это поставило под угрозу дальнейшее финансирование исследований. В лаборатории разразился кризис. Ученые должны были решить, продолжать ли эксперименты или остановить их, чтобы избежать общественного осуждения. Обсуждения между членами команды становились все более интенсивными. Один из ведущих ученых, доктор Ларри, настаивал на том, что результаты исследований могут привести к серьезным открытиям в области нейробиологии. Другие считали, что животных нельзя подводить под такую нагрузку и что в конечном итоге они потеряют доверие исследователей. В этот момент к команде присоединился новый исследователь, который предложил альтернативный метод обучения, основанный на положительном подкреплении. Он полагал, что крысы могут запоминать задания без применения отрицательной стимуляции. Его предложение вызвало немалые споры, но также и надежду. Команда решилась попробовать новый подход, который мог бы изменить методы обучения животных и избежать шквала критики. Вместе с этим напряжение внутри лаборатории продолжало расти. Каждый день приносил новые вызовы, и ученым казалось, что им предстоит сделать выбор – продолжать идти по проторенной дорожке или рискнуть и попробовать что-то новое, что могло бы изменить их подход к экспериментам с живыми существами. В это время, когда споры вокруг экспериментов с крысами накалялись, в другой лаборатории начались исследования, посвященные собакам и их поведению. Ученые решили выяснить, как взаимодействие с людьми влияет на психологию этих животных. Для этого они провели серию экспериментов с различными породами собак, наблюдая за их реакциями на различные стимулы и ситуации. В процессе работы команда столкнулась с неожиданными результатами, которые перевернули их представление о собачьем поведении. На одной из сессий исследователи решили протестировать реакцию собак на стрессовые ситуации. Они создали сценарий, в котором собака сталкивалась с громким звуком, имитирующим раскаты грома. Ученые наблюдали за тем, как животные реагируют на угрозу, а также за тем, как присутствие хозяев влияет на их поведение. У некоторых собак, находившихся рядом с владельцами, уровень стресса был значительно ниже. Это открытие стало ключевым для понимания, что эмоциональная поддержка играет решающую роль в преодолении страха. Тем не менее, во время проведения одного из экспериментов произошел инцидент.
Одна из собак по кличке Рокки неожиданно вырвалась из клетки и в панике бросилась в коридор лаборатории. Ученые пытались ее остановить, но она сбежала. Вслед за ней ринулся один из сотрудников, однако собака успела выбежать на улицу. Это событие вызвало панику среди исследователей, так как безопасность животного и его здоровье стали первостепенными задачами. Спустя некоторое время Рокки удалось поймать, но ее состояние вызывало беспокойство. Она была в шоковом состоянии, и ученые начали подозревать, что стресс, вызванный экспериментами, мог оказать на нее долговременное влияние. Это открытие стало критическим моментом для команды. Теперь они должны были решить, как их методы могут влиять на здоровье животных и на моральное право продолжать исследования. Во время обсуждения последствий инцидента было принято решение о необходимости пересмотра подходов к экспериментам. Команда осознала, что их исследования должны учитывать не только результаты, но и благополучие животных, участвующих в них. Однако некоторые члены команды настаивали на том, что результаты могут привести к важным открытиям, которые могут помочь в понимании не только собачьей, но и человеческой психологии. Разделение мнений углубляло конфликт внутри команды. Один из ведущих исследователей, доктор Мартин, настаивал на продолжении экспериментов, утверждая, что собаки могут стать ключом к пониманию человеческих эмоций. Другие же встали на защиту животных, призывая к остановке всех исследований до тех пор, пока не будут разработаны этичные методы. На фоне этого напряжения произошел неожиданный поворот. Во время одной из сессий наблюдений одна из собак показала необычное поведение. Она вышла к своему владельцу, обняла его и начала спокойное поведение, несмотря на окружающий шум. Это стало символом невероятной связи между человеком и собакой. Ученые осознали, что их работа может не только помочь понять поведение животных, но и улучшить взаимодействие между людьми и их питомцами. Кульминация экспериментов с собаками не только открыла новые горизонты для исследований, но и поставила под сомнение ранее используемые методы. Теперь ученые должны были выбрать путь, который будет учитывать как научные достижения, так и этические аспекты. Этот момент стал решающим в их карьере и в судьбе всех животных, участвующих в исследованиях. После пересмотра методов работы с собаками, исследователи решили сосредоточиться на создании гибридов мышей с человеческими клетками. Это направление исследования обещало уникальные результаты в медицине. Главной целью было изучение болезней человека и поиск новых методов лечения. Несмотря на возможные споры, ученые надеялись на значительный прогресс в области терапии. В одной из лабораторий начался процесс создания мышей с человеческими клетками. Исследователи использовали технологии редактирования генов, чтобы внедрить человеческие клетки в зародыши мышей. Это позволяло наблюдать за развитием мышей и изучать взаимодействие человеческих клеток с чуждым организменным окружением. Однако, как и в предыдущих экспериментах, возникли проблемы. Первые гибриды проявили аномалии развития, что вызвало опасения у команды. Исследователи вновь столкнулись с конфликтом. Одни настаивали на продолжении экспериментов для улучшения результатов, другие — на остановке исследований до устранения всех рисков. В процессе обсуждений один из молодых исследователей заметил, что некоторые гибриды демонстрируют необычные способности к восстановлению тканей. Это открытие вдохновило команду сосредоточиться на изучении этих уникальных свойств, отложив в сторону споры о моральной стороне экспериментов. Несколько месяцев исследований показали, что мыши с человеческими клетками действительно обладают способностью к регенерации. Ученые зафиксировали, как поврежденные участки тканей восстанавливались быстрее, чем у обычных мышей. Это открытие стало важным шагом в понимании регенеративной медицины и показало, что внедрение человеческих клеток может помочь в лечении сложных заболеваний. Тем не менее, этические вопросы продолжали преследовать исследователей. Не все в научном сообществе согласны с использованием животных в таких экспериментах. Вот такие у нас уникальные живые лаборатории. Если вам нравится наблюдать за этим научным шоу, не забудьте подписаться на канал. В тайге лисиц больше, а с нами интереснее. А если хотите поддержать наши эксперименты, ссылка на донат в описании или просто наведите на QR-код на экране. Бережем лисиц и ваши шутки. Обсуждение этих вопросов стало важной частью научных конференций, на которых ученые делились находками и поднимали вопросы о границах исследований. С каждым новым этапом экспериментов ученые осознавали потенциальные последствия своих открытий для всего мира.
Открытия о регенерации тканей могли изменить подходы к лечению болезней, но требовали тщательной проработки этических норм и стандартов. Научное сообщество стало более внимательным к последствиям своих действий, понимая, что каждое новое открытие приносит знания и требует серьезного осмысления. Эксперименты с мышами и человеческими клетками открыли новые горизонты в медицине и стали катализатором для глубоких дискуссий о роли животных в научных исследованиях. Вопросы морали и этики стали неотъемлемой частью исследований, и ученые начали осознавать, что их работа может не только изменить жизнь, но и повлиять на будущее человечества. Эти размышления остались с ними, подчеркивая важность ответственности за свои открытия и необходимость учитывать последствия своих действий.